Добрый вечер. Меня зовут Гончаренко Евгений, я разработчик с компании Smart Business в части NAV-разработки. Сегодня я хотел бы поделиться своими знаниями по поводу Excel-шаблонов, их использования в NAV и их преимуществах, как они в принципе создаются и полезные фишки, которые с этим связаны. Для начала немного о себе. Я практикующий NAV-разработчик последние 1,5 года. Занимаюсь разработкой с 2009 Navision по Business Central, TCLA и AELE разработка. Теперь ближе к теме сегодняшней встречи. Я бы хотел более детально рассказать о преимуществах и недостатках использования Excel-шаблонов, о том, что это такое, как NAV распознает эти Excel-шаблоны в Navision и какие-то полезные фишки, которые связаны с Excel-шаблонами. Для начала, что такое Excel-шаблон? Это какой-то Excel-овский документ, с которым мы, в принципе, в дальнейшем будем работать. И основная суть заключается в том, что нам клиент присылает какой-то готовый файл, а мы уже заполняем его данными, которые нам предоставляет NAV. С точки зрения... Для начала о преимуществах и недостатках. Среди преимуществ, если у нас проведены все подготовительные работы, то разработка очень ускоряется, потому что нам остается только по факту замапить поля, которые у нас есть в NAV, с самим файликом, который нам уже предоставляют. Также плюсом является то, что мы уже, поскольку мы работаем с Excel, мы можем использовать все его фишки, расчетные формулы, заполнение, подсветку различную и другие полезные фишки, которые вы знаете и можете использовать в Excel, а не только в NAV. Также главным преимуществом Excel-шаблона, с моей точки зрения, это то, что пользователь сам может его редактировать. Если использовать стандартный подход, это RDLC отчеты, то для того, чтобы изменить хотя бы какое-то слово, нужно привлекать разработчика. В случае, если мы используем Excel-шаблоны, пользователь сам может выгрузить от свой Excel-овский шаблон, поменять там какое-то слово, например, номер приказа, который он использует внутри компании, и загрузить его обратно. Это позволит сэкономить деньги клиенту. Однако у такого подхода есть и недостатки. Это то, что мы не можем этот файлик, наш Excel-овский шаблон, сохранить в формате PDF, что накладывает свои ограничения на дальнейшую их рассылку клиентам или поставщикам. Например, если мы создали какой-то Excel-отчет, и мы должны выставить счет-фактуру нашему клиенту и отправим его в Excel, он сможет его сам отредактировать и сказать, что мы ему изначально скинули неправильные данные. Это решается с помощью PDF-файликов, но с Excel-шаблонами так не получится. Также еще одним недостатком является то, что у пользователя на компьютере должен быть установлен Excel, чтобы в дальнейшем можно было работать. В случае, если мы говорим про RDLC отчеты, этого не требуется, мы можем сразу отправлять отчеты на печать или модифицировать то, как нам нужно. Однако тот недостаток, о котором я говорил, то, что этот Excel-документ не может быть защищен, его можно исправить уже не с помощью Excel-шаблонов, а других .NET функций, которые есть в Excel-менеджере, которые позволяют наложить пароль на тот же Excel-овский документ или как-то по-другому обойти такие ограничения. Также, в принципе, после сохранения нашего Excel-овского файлика мы можем использовать все функции Excel-менеджера, чтобы как-то разнообразить функциональность Excel-отчетов. Теперь хочу перейти больше к тому, как это выглядит. Итак, допустим, у нас клиент прислал нам какой-то Excel-овский документ в том формате, который он ему нужен. После чего мы очищаем все клиентские данные, которые нам не нужны, оставляем только голый шаблон. После этого загружаем наш файлик в NAV. И NAV дальше будет работать уже с Excel-объектом. Он сохраняет Excel Worksheet и Excel Section. Excel Section – это именованный range. В принципе, дальше именно с ним мы будем дальше работать. Мы добавляем такие секции в Excel Worksheet и наполняем их данными. В этом и есть смысл всего
все работы с Excel-шаблонами. Теперь хотелось бы показать на практике, как это работает. Итак, допустим, клиент нам прислал Excel-овский файлик вот такого формата. В этой дамке я хочу разобрать самый простой пример, который будет просто повторить. Вы же, когда освоите базовые навыки, сможете делать довольно прикольные штуки. В плане внешнего оформления, что в RDLC отчете занимает довольно продолжительное время, здесь это сделать куда проще и быстрее. Итак, на примере этого отчета мы можем видеть то, что у нас есть два основных блока. Это какой-то блок с заголовками, в котором хранится информация о содержимом этой таблицы, и много строк. Поскольку мы будем дальше работать с этими основными секциями, их нужно именовать. Для этого мы выделяем необходимую нам область и задаем ей название секции. Это делается вот здесь. Допустим, назовем эту секцию заголовок. В дальнейшем при импорте этого файлика в Navision nav будет различать вот эту секцию как заголовок и дальше позволит работать именно с ней. Второй нашей секцией это являются строки. Назовем их line соответствующим образом. Именно с ними мы будем дальше работать. В этой глобальной секции нам нужно вставлять какие-то конкретные ячейки с данными. Их тоже нужно именовать. Делается это по аналогии с основными секциями, просто вбиваем название. После того, как мы создали вот такой вот шаблон, давайте посмотрим на него уже в отредактированном виде, которое я подготовил заранее. Итоговый файлик выглядит примерно так. У нас есть какой-то заголовок и пустые строки с именованными секциями, в которые мы потом будем вставлять данные. Итак, в Navi есть страничка Excel Template, которая доступна просто в поиске, куда мы загружаем наши шаблоны. Мы создаем новый Excel-шаблон, в который загружаем наш файлик. Во время импорта этого документа, эта ошибка связана с тем, что я не закрыл документ, и Windows не может получить к нему доступ. Во время вот этого импорта происходит следующее. Nav с помощью .NET разбивает наш Excel Object на Excel воркшиты, и каждому Excel воркшиту присваивает свои секции, которые мы именовали ранее. После этого, со своими свойствами этих объектов, такими как длина листа, возможности вставки разных секций и другое. После того, как мы загрузили подготовленный файлик в Nav, мы можем приступать к разработке самого отчета. Посмотрим на примере уже созданного Excel отчета. Все взаимодействие с ними происходит с помощью CodeUnit Excel Report Builder Manager. Основными элементами является то, что мы инициализируем шаблон, то есть указываем, какой Excel шаблон будет использоваться в дальнейшем при работе с этим отчетом. Если посмотреть детальнее, мы просто инициализируем Report Builder, который уже в конструкторе содержит все необходимые параметры и функции. После того, как мы инициализировали шаблон, нам необходимо задать лист, с которым мы будем работать. Мы можем это либо хардкодить, либо выносить куда-то в настройки. В нашем случае у нас буквально один лист, поэтому мы будем работать именно с ним. После того, как мы указали лист, по факту у нас есть пустой лист без данных, без ничего. Далее нам необходимо добавить наши секции. И если мы работаем с какими-то простыми отчетами, мы можем либо добавлять на on-pre-report, добавлять заголовки, либо если мы работаем с большой выборкой данных, например, с
заказом продажи. Мы это все можем делать на on-pre-репорте заказа продажи, и тем самым у нас в одном Excel-документе будет несколько заказов, которые мы одним файлом сможем передать клиенту. Потом переходим к заполнению самого отчета. Я выбрал в качестве примера item ledger entry, так как это довольно объемная таблица, и оттуда можно выбрать много данных. Перейдем к заполнению строки, а о фичах расскажу чуть позже, которые здесь были использованы. Итак, после того, как мы добавили заголовок, следующим конструктивным элементом идут строки. Именно их мы и добавляем. После того, как мы добавили основное звено, мы можем добавлять к нему уже данные. В случае с файликом, который прислал нам клиент, мы будем заполнять дату, код товара, описание, количество и документ, по которому этот товар был куплен. Это происходит с помощью функции add_data_to_section. Это стандартная функция, которая предоставляется Microsoft. Библиотеку .NET, которая использует Report Builder Manager, можно расширить такими функциями, например, как добавление целочисленных или двоичных данных, или добавить картинку в какую-то секцию, что в дальнейшем упростит работу пользователя. Как это работает, посмотрим чуть позже. Так, после того, как мы добавили какие-то данные, после добавления данных у нас остается законченная секция. После того, как мы добавляем новую секцию, она добавляется в конец файлика. Тем самым можем набить много строчек, и они не перезатирают друг друга, а просто добавляются новые. Однако, если мы захотим добавить данные в предыдущую секцию, этого уже сделать не получится, потому что Report Builder работает только с текущей секцией с именовым рейнджем. После того, как мы сформировали наш документик, мы экспортируем его на компьютер клиента. Это делается с помощью функции Export Data. По факту мы просто выгружаем наш файлик на сервер и потом предлагаем его скачать с помощью стандартной функции Download. Это будет работать как и в клиентской версии, так и в веб-клиенте. Как в Windows-клиенте, так и в веб-клиенте. Теперь хотелось бы больше обратить внимание на те полезные фишки, которые нужно использовать, которые упростят жизнь пользователям и так далее. Первая проблема, с которой часто сталкиваются, то, что при загрузке шаблонов у нас вставляются пейдж-брейки, и документ невозможно распечатать, потому что каждая новая строка будет идти каждая новая строчка документа идет с нового листа. Это некорректно и не подходит пользователям. Решается это довольно-таки просто. Мы заходим в наш Excel-шаблон, переходим в Page Layout и в настройках сетапа должны указать реальный размер нашего листа, потому что когда мы импортируем этот файлик в NAV, именно отсюда он берет данные. И если мы здесь некорректно укажем размер страницы, мы не сможем корректно расставить пейдж-брейки, которые NAV расставит автоматически. И отчет будет выглядеть некрасиво. Также хотел рассказать о такой прикольной штуке, как группировка. Это довольно-таки просто реализуемо, но при этом значительно упростит жизнь клиенту и сделает ваш отчет гораздо приятнее. Допустим, нам клиент прислал вот эти данные, где у нас есть четко видна группировка по датам и по товару. Найти какую-то реальную информацию в такой таблице довольно-таки сложно. Поэтому, сгруппировав данные на уровне Excel, это уже значительно упростит жизнь клиенту. Как мы это сделаем? В Excel есть такая вещь, как группировки. Мы можем добавить отдельную секцию на основные наши данные, на группу с товаром и на группу с датами. Тем самым отчет будет выглядеть куда приятней. Как это будет выглядеть в итоге?
Накладываем фильтрацию на этом же рендере, чтобы выборка не была сильно большой. И смотрим наш отчет. Благодаря группировке мы сразу можем увидеть, сколько данных, сколько товаров было куплено, продано за определенный промежуток времени. Тем самым клиент может сразу увидеть какую-то необходимую ему выборку и информацию. То же самое можно сделать и в RDLC, но группировка в RDLC занимает больше времени за счет своей разработки, потому что у нас выборка делается сразу на все дата-айтемы, и группировать их бывает довольно-таки сложно. В Excel мы можем явно указать, какие колонки как группировать, тем самым значительно упростив себе жизнь и дальнейшую поддержку таких отчетов. Также из полезных фич хочу продемонстрировать то, что уже было реализовано, это модификация вывода данных в Excel шаблоны. Это вывод не только текстовых данных, которые предоставляет стандарт, а вывод еще и чисел, которые Excel будет воспринимать именно как числа, при том, что это делается в формате, который задан на компьютере клиента. Потому что если мы будем просто указывать форматом какие-то числа, то после экспорта, если этот стандарт не совпадает с тем, который установлен у клиента в региональных настройках, мы не сможем использовать функции Excel, потому что они будут распознавать наши выведенные данные как текст, и нужно будет вручную их редактировать и конвертировать в числа. Для этого же была реализована функция в Excel Report Builder от Decimal Data to Section. Я добавил на request страницу бульку, которая позволит нам ее активировать. Еще из полезных фишек. Допустим, у нас есть какие-то вводимые значения на request странице. Как сделать так, чтобы их можно было редактировать динамически или скрывать их? Допустим, у нас вывод нашей переменной или редактируемость ее зависит от какой-то другой. Для того, чтобы request пейджа не ругалась при запуске на то, что не может запустить этот объект, необходимо в свойствах нашей переменной добавить свойство «да» в include in dataset. Тем самым мы добавляем эту переменную в датасет нашего отчета, и NAV сможет корректно ее распознать на момент запуска request page. Итак, активируем нашу функцию вывода чисел в Excel, после чего можем увидеть то, что наши числа распознаются уже Excel, и пользователь может видеть те данные, которые ему нужны. Например, количество всего проданных товаров, или посчитать сумму за какой-то определенный период, который ему нужен. Это те мелочи, которыми реально пользователи очень часто пользуются, и это то, что им действительно необходимо. Поэтому я советую это использовать там, где это нужно, и это не затратит много вашего времени, но сделает жизнь человека комфортнее. Еще из полезных фишек, которые хотел продемонстрировать, это то, что доступно в Excel шаблонах, это использование каких-либо функций, встроенных в Excel. Допустим, по относительно предыдущего отчета есть еще какая-то цена товара, и пользователю нужно рассчитать какое-то значение в этом отчете, который потом сможет выслать клиенту или указать какое-то значение. И чтобы пользователь не вводил это значение вручную каждый раз и сам это не считал, мы можем использовать функции Excel для этого. Поскольку мы работаем с секциями, мы вставить формулу сразу не можем. Это нужно будет делать на уровне Excel шаблона. Для этого мы указываем в качестве ссылки номер нашей колонки и row в качестве текущей строки. Тем самым мы будем в формуле работать каждый раз с новым значением строки. Если же мы это укажем явно на моменте создания Excel шаблона, то есть не вот так, а просто выберем какую-то ячейку
то в процессе вставки то, что обычно Excel делает автоматически, это делает итерацию, он этого сделать не сможет. Поэтому нужно использовать вот такую методику. В принципе, у меня на этом все. Хочу передать слово следующему спикеру. Спасибо за внимание.